Едва первые лучики солнца коснулись окон старенького домика, как из него вышел высокий молодой человек в форме пятнистого цвета и заплечным мешком за спиной. Он внимательно посмотрел на небо и понял, что день будет жарким. Парень работал егерем на дальнем участке леса и хотел по холодку преодолеть большую часть пути. Но едва он сделал пару шагов к калитке, как за его спиной раздался женский голос. «Захарушка, милый, может, остался бы ты сегодня дома. Видишь, уже с раннего утра солнце в зените, жарко ведь будет, сынок. Мам, да я быстро туда и обратно, да и в случае чего на озеро зайду ополоснуться», — ответил Захар, поправляя лямки заплечного мешка. «Ну ты берегись, милый, долго не задерживайся, а то переживать ведь буду», — сказала вдогонку сыну Клавдия Семеновна. Но парень уже уверенной, быстрой походкой шагал в сторону леса и последнюю фразу матери, скорее всего, не расслышал. Женщина вздохнула и окрестила его широкую спину крестным знаменем. На самом деле, Захар был ей приемным сыном и несколько лет из своего детства провел в приюте. Клавдия Семеновна работала в нем воспитателем, и маленький сирота сразу приглянулся бездетной немолодой женщине. Жизнь у нее была сложная, и муж, узнав, что Клавдия не может иметь детей, бросил супругу и ушел к более молодой любовнице. С тех пор она жила одна, мечтая о том, чтобы взять себе ребеночка из детдома. И когда она впервые увидела крохотного Захара, который лежал в корзинке, оставленной у дверей приюта, то сразу почувствовала огромную волну нежности и симпатии к этому мальчике. Клавдия Михайловна забрала Захара к себе в деревню, когда ему исполнилось 10 лет. После приюта мальчику все казалось какой, то сказкой, в которой можно ходить куда хочешь, играть где хочешь, не боясь, что у тебя более старшие ребята отберут игрушки или еду. С тех пор они стали жить вместе, деля вместе печали и радости. Вдруг где-то совсем рядом послышались громкие крики и призывы о помощи. Захар прислушался и, быстро определив место, откуда они исходят, бросился в сторону тревожных звуков. Оказавшись на скрытом от людских глаз зарослями ивника берегу, егерь увидел отчаянно вопящую девушку, которая из последних сил барахталась в озере метрах в 30 от него. Захар, ни секунды не мешкая, скинул с плеч мешок и часть верхней одежды, а затем бросился в воду. Девушка уже скрылась под водой, когда Захар доплыл до того места, где она была. Но парень совсем не собирался сдаваться и, набрав в легкие побольше воздуха, нырнул за ней вслед. Захару повезло, и среди мутноватой толщи воды он сумел нащупать руку тонущей и вытянуть ее на поверхность. Девушка порядком наглоталась воды и выглядела очень бледной, когда молодой егерь вытащил ее на берег. Захар, понимая, что жизнь незнакомки висит на волоске, принялся оказывать необходимую при утоплении первую помощь. Наконец девушка задышала и принялась кашлять, пытаясь избавиться от воды в легких. Как выяснилось, девушку звали Кристина, и ее родители были богатыми и влиятельными людьми в районе. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.